Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. А также заглядывайте в раздел Shorts, вы увидите много интересных узоров. Если вам узорчик понравился, нажимайте на ссылку в описании к видео, либо же внизу экрана. А также в разделе Сообщества, посмотрите, там тоже много узорчиков. Какой узорчик вам понравится, нажимайте на ссылку, и вы попадете на полное видео с данным узорчиком. Отдельный привет, слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши просмотры, лайки, комментарии, поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, вот такой большой моточек и с новым узорчиком. В принципе, на канале с такими ниточками узорчики уже есть. Новички, кто еще не знает данные ниточки, знакомьтесь. Называются они Визель Rainbow Angora. Сразу же назову цвет 02. Это вот такой переходящий цвет. Есть и светло-коричневый, чуть-чуть темнее коричневый. И вот там, видите, внутри, вон даже самый темный есть цвет. То есть, ну, интересно, так скажем, длинные-длинные переходы, интересно ниточки. Что это за ниточки? Смотрите, в моточке в 100 граммах находится 550 метров. По составу это 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% это акрил. И советуют производители брать крючок спицы, смотрите, большие, 5-6 миллиметров. Но дело в том, что я такую пряжу уже вязала. В принципе, по моей плотности вязания, под мои узорчики подходит троечка. Я буду сегодня вязать троечкой. Вы, в свою очередь, берете вашу пряжу, какая у вас есть. Не обязательно брать такую, какая есть у меня. Берете свою. Все узорчики универсальны. Один и тот же узорчик смотрится из разной пряжи по-разному. Возможно, из вашей пряжи он будет смотреться наиболее выигрышно, чем из моей. Самое главное, правильно точно так же прочитайте инструкцию, так? И рекомендации по поводу крючка, который вам советуют, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка хорошего качества, читабельная. Кто умеет работать со схемками, можете работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет работать со схемками, смотрите, повторяйте за руками, но обязательно проверяйте схемку. Да, смотрите. То есть мы провяжем элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы в дальнейшем научитесь самостоятельно работать с любыми схемками. Итак, смотрим. Раппорт узорчика равняется 4 петельки. Давайте я, например, наберу 8 раппортов. 4 × 8 – 32. Да, получается 32 петельки. И 3 петельки дополнительно вы увидите, чтобы красиво узорчик ровно закончился. Итого 35 воздушных петелек набираю я, а вы набираете столько, сколько вам необходимо. Итак, в начале, как всегда, петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 35 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Вот мой будущий образец. Далее рекомендую новичкам сделать вспомогательный ряд из столбиков с накидом, чтобы не запутались в воздушных петельках. Угу. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Дальше накид по порядку в следующую петельку цепочки. Точно так же нырнули, вытянули ниточку, по 2 петельки провязали, столбик с накидом. Накид в следующую по порядку петельку то же самое. Ваша задача провязать вот так вот всю цепочку столбиками с накидом. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть, если я набрала 35 воздушных петелек, у меня получится 35 столбиков, ни больше, ни меньше. Ну, у вас, естественно, может быть свое количество петелек и столбиков. Все, и вот так вот аккуратненько, монотонно идете до конца ряда. Это совсем не сложно. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Давайте.
Так, смотрите, вот наши столбики готовы, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. По порядку следующий столбик, второй, провязываем столбик с накидом. Есть. Дальше смотрите внимательно. Накид. Пропускаем один столбик и в следующий провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь накид. Сюда же в верхушку этого же столбика нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп, держим на крючке, не провязываем. Накид. Еще раз сюда же 2 петельки провязали стоп, держим, не провязываем. Накид, сюда же нырнули 3-й раз, точно так же 2 петельки провязали стоп. И последний 4-й раз. Накид, нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки провязали стоп. А вот теперь все петельки, получается, на крючке будем провязывать. Смотрите как. Вначале провязали 4 петельки, остались 2 петельки на крючке, и затем 2 петельки вместе зафиксировали. Вот такой вот интересный столбик получился у нас. Получается 4 столбика с накидом с общей верхушкой. 2 воздушные петельки, накид, и сюда же опять же возвращаемся в этот же столбик и провязываем столбик с накидом. И у нас по итогу получается вот такая вот картина. Дальше накид. Пропускаем по порядку 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й столбик провязываем столбик с накидом. Раз. 2 воздушные петельки. Раз, два. Сюда же верхушку этого столбика провязываем пышный столбик, состоящий из 4 столбиков с накидом с общей верхушкой. Мы с вами так уже провязывали. 2. Теперь 3 и 4. Теперь все вместе, получается, провязываем до 2 петелек на крючке и 2 петельки зафиксировали наш столбик. 2 воздушные петельки и опять возвращаемся сюда же к верхушке этого же столбика, провязываем еще столбик с накидом. Вот такая картина у нас получается. И наша с вами задача провязать вот так вот весь ряд. Давайте еще раз вместе провяжем. 3 столбика пропускаем. Раз, два, три. И в 4-й столбик начинаем провязывать вначале 1 столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Сюда же провязываем пышный столбик. Так? У нас получается он состоит из 4 столбиков с накидом с общей верхушкой. Вот такой вот интересный у нас элемент. Провязали все вместе до 2 петелек на крючке. Потом 2 петельки вместе. 2 воздушные петельки. И сюда же вернулись, провязали столбик с накидом. Поняли, да? То есть ничего сложного. Данный элемент вы повторяете до самого конца ряда. Угу. Давайте самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. У нас здесь, получается, осталось 3 столбика. Раз, два и 3 петельки подъема. Имитация столбика. 1 столбик мы пропускаем. И во 2-й столбик мы провязываем столбик с накидом. Раз. И затем в 3-ю, получается, петельку подъема столбик с накидом 2. Все, ряд наш закончен. Дальше 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. В следующий по порядку столбик провязываем столбик с накидом. Вот так вот 2 столбика с накидом мы начинаем и заканчиваем каждый ряд. Угу. Дальше смотрите. 2 воздушные петельки. Раз, два. За верхушку вот нашего столбика, да, такого большого, беремся за верхушку, провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Раз, два. Там, где у нас получается вот наши 2 столбика встречаются, да, давайте вот так вот нырнем в эту арочку и провяжем столбик с накидом. Есть. 2 воздушные петельки. Раз, два. За верхушку нашего большого столбика, вот одна верхушка, помните, да, 4 столбика с накидом, с общей верхушкой. Столбик без накида. 2 воздушные петельки в арочку между столбиками, столбик с накидом. Вот так вот и шагаем, видите? Вот что у нас получается. Если у нас до этого был ряд, так скажем, волнистый, да, то здесь мы его за счет таких вот столбиков будем выравнивать. Видите, он ровный краешек. Все, и опять шагаете дальше. 2 воздушные петельки, столбик без накида. 2 воздушные петельки, столбик с накидом. Все. Несложно, несложно. Справитесь самостоятельно? Конечно, справитесь. Давайте до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. У вас получится.
Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Все у нас ровненько, аккуратненько, как заканчиваем ряд. Вот мы, получается, верхушку нашего пышного такого столбика провязали столбик без накида, 2 воздушные петельки. И вот наши 2 столбика, так, последние, мы провязываем их столбиками с накидом, как и договаривались. Начинаем и заканчиваем ряд 2 столбиками с накидом. Все, все ровненько, аккуратненько. Опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И вот во второй столбик, столбик с накидом. Тут все без изменений. Дальше, смотрите, делаем накид. И вот там, где наш был столбик без накида, мы провязываем в него столбик с накидом. 2 воздушные петельки. 1, 2. Сюда же опять возвращаемся в столбик без накида и провязываем 4 столбика с накидом с общей верхушкой, как мы провязывали в самом первом ряду узорчика. 3 и сюда же 4. Все вместе до 2 петелек провязали. И затем 2 петельки вместе зафиксировали. 2 воздушные петельки. Вернулись сюда же и провязали еще раз столбик с накидом. То есть мы провязали точно такой же элемент, который у нас был в самом начале. Помните? Первый ряд. Дальше смотрите, что мы делаем теперь. Накид. И там, где у нас был столбик с накидом, мы в него тоже провязываем столбик с накидом. Накид. Там, где столбик без накида, опять провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петельки и 4 столбика с накидом с общей верхушкой. 1, 2, 3, 4. Все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки вместе. 2 воздушные петельки и сюда же опять вернулись и провязали столбик с накидом. То есть мы повторяем точь-в-точь наш первый ряд. Единственное, что мы еще дополнительно делаем столбик с накидом. Так, вот здесь у нас как бы дырочка, а здесь у нас будет столбик с накидом. И точно так же в столбик с накидом предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Все, ничего сложного. То есть вы так вот продолжаете до конца ряда. Вот такая красота получается. Давайте самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали еще ряд. Вот такая красота получается. Заканчиваем ряд, как и договаривались, 2 столбиками с накидом. То есть здесь без изменений, здесь все очень просто. 1. И в 3 петельку подъема 2 столбик с накидом. Есть. Дальше опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Вот по порядку во 2 столбик провязываем столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петельки. 1, 2. Присоединяемся к верхушке вот наших столбиков. Одна общая верхушка столбиком без накида. 2 воздушные петельки. 1, 2. И там, где у нас был столбик с накидом, присоединяемся столбиком с накидом. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. К верхушке нашего столбика присоединяемся столбиком без накида. Да, вот там, где 4 столбика у нас были с общей верхушкой. 2 воздушные петельки. И там, где столбик наш был с накидом, присоединяемся столбиком с накидом. Вот что у нас получается. То есть мы так с вами уже провязывали, помните? Вот наш второй ряд. Мы как бы выравнивали краешек. Все то же самое. Продолжаем до конца ряда. Ничего сложного. Давайте в конце ряда встретимся. У вас получится. Так, выровняли краешек нашего узорчика. И заканчиваем ряд, как и договаривались. 2 столбика с накидом. Столбик с накидом 1. И там, где 3 петельки подъема, в 3 петельку столбик с накидом 2. Опять 3 воздушные петельки. Поворот. Следующий по порядку столбик, столбик с накидом. И теперь точь-в-точь повторяем вот наш 3-й ряд. Получается накид. Опять получается там, где у нас столбик без накида был, мы в него провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петельки. И сюда же провязываем столбик, состоящий из 4 столбиков с накидом с общей верхушкой. Да, такой вот пышный столбик. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И сюда же вернулись, провязали столбик с накидом. И там, где столбик с накидом, мы над ним тоже провязываем столбик с накидом. Все. Ваша задача, получается, повторить в точь вот наш 3-й ряд. Сам по себе узорчик 2 ряда, поняли, да? То есть, получается, вначале мы провязываем
вот такой вот элемент, как бы ромбиком. Следующий ряд выравниваем. Элемент ромбиком, выравниваем. Элемент ромбиком, выравниваем. Ничего сложного, даже не нужно в шахматном порядке распределять, да, то есть не запутайтесь. 2 ряда, и у вас получается вот такой интересный узорчик. Единственное, что хотела вам еще предложить. Вы можете провязывать данный элемент, да, вот 4 получается столбика с общей верхушкой, а можете, смотрите, еще как. Накид. Вот там, где наш столбик без накида, провязываем столбик с накидом. Дальше 2 воздушные петельки. И вот здесь вот, смотрите, мы будем провязывать как? Накид. Нырнули, захватили ниточку, подтянули на высоту столбика и не провязываем, держим. Раз, считаем. Сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4. Можете и 5, и 6, и так далее, да, набрать. Все вместе провязали до 2 петелек, зафиксировали. 2 воздушные петельки и сюда же опять вернулись и провязали столбик с накидом. Ну и дальше по порядку опять столбик с накидом. Я к чему? Что по схемке у вас нарисованы вот такие столбики. Но вы можете сделать более объемные элементы, видите, вот из таких столбиков, из пышных, когда вы набираете на крючок петельки и накиды в любое количество петелек. Чем больше вы наберете, тем эффектнее будет смотреться элемент, но и пряжа скушает больше. Хотите более плоский узорчик, берите вот такие столбики. Хотите более выпуклый узорчик, вяжите вот такие столбики. Угу. Все, давайте повторяем 2 ряда, увеличиваем наш образец на несколько рядочков и встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Вот такой вот нежный легкий ажур. Узорчик несложный, 2 рядочка. Изнаночная сторона все ровненько, аккуратно. Лицевая сторона. Мне кажется, все равно здесь видно, где лицевая, где изнаночная. Если это будет палантин, конечно, пожалуйста, вяжите и той, и другой стороной. Можете, как скажем, пользоваться. Да? Если это маечка, топик, платье, может быть, будет, то, естественно, эта сторона, мне кажется, более такая симпатично выглядит, а это более гладко, наверное, как правильно сказать. Вот, смотрите, дождалась я перехода цвета, то есть начинался он от такого светло-коричневого, да, немножко темнел. Я говорила, что переходы длинные здесь, и дальше уже темнеет дальше, и будет совсем темный, а потом будет возвращаться точно так же обратно, светлее, 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 прям до молочного цвета. Вот такая красота. Из моих ниточек узорчик вот так вот чуть-чуть тянется, вот так вот практически не тянется. Давайте замерим красоту. Итак, я набирала 35 воздушных петелек. Ну, допустим, моя плотность вязания, мой крючок, моя пряжа, да, то есть у меня это получается, смотрите, 20, ну, допустим, 2, да, миллиметра. 20 сантиметров, 2 миллиметра. То есть длинный узорчик. Из вашей пряжи, конечно, может быть меньше, может быть больше. То есть бежите обязательно образец своей рукой. Ну и здесь получается у нас ромбик. И мы потом выравнивали, да, получается 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10. Тут получается всего лишь один ряд, будет 11. И самый первоначальный 12. Ну-ка посмотрим, что у нас будет здесь. Здесь у нас будет вот 11 сантиметров. Узорчик, в принципе, ну как бы вяжется легко. Растет он быстро. Да, но вот такой вот как бы он не сильно воздушный, потому что немного, так скажем, воздушных петелек и столбиков. Столбики всего лишь с одним накидом, ни с двумя, ни с тремя. Но когда поймете принцип узорчика, вы уже можете дальше сами экспериментировать. Как вот с пышными столбиками, да, можете экспериментировать, так и со столбиками можете делать и с двумя, и с тремя накидами. Вот такая сегодняшняя красота. Как вам? Надеюсь, сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления. Обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению канала. Спасибо заранее большое. Ну и напишите, куда бы вы применили данный узорчик. А если кто-то уже данным узором что-то вязал, напишите нам, что у вас была за пряжа, что за изделие. Мы будем читать и вдохновляться. Угу. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.